Добрый день, уважаемые друзья и коллеги! Рада приветствовать вас на страницах своего блога. Меня зовут Анжелика Блескачевская, я консультант по финансовому управлению и бизнес-тренер. Сегодня я хочу представить вашему вниманию результаты одного небольшого исследования, которое мы провели совместно с участниками курса «Учет затрат и себестоимости продукции». Надеюсь, это будет интересно для вас. Вначале пару слов предыстории. Общаясь со слушателями своих семинаров и тренингов на тему, какие же упущения в построении системы управления затратами приводят к ее неэффективности, у меня появилась идея разработать инструмент диагностики, который бы позволял специалистам самостоятельно определять проблемы и узкие места в данном вопросе. В результате появился небольшой тест, который мы и опробировали вместе с участниками курса «Учет затрат и себестоимости продукции». Это мини-исследование нельзя назвать репрезентативным, поскольку в нем участвовало небольшое количество респондентов. Тем не менее, оно достаточно правдиво характеризует ситуацию, сложившуюся в настоящий момент на большинстве белорусских предприятий. Теперь непосредственно об исследовании. Главные вопросы, на которые мы искали ответы, это: первое. Какие инструменты и методы используют предприятия в управлении затратами? И второе. Насколько эффективно предприятия управляют своими затратами? Респондентами выступили главные бухгалтера и руководители экономических и финансовых служб производственных, транспортно-экспедиционных, торговых и строительных организаций. Итак, какие же результаты были получены? Первый блок вопросов касался организации системы управления затратами. На вопрос о наличии ведения управленческого учета 57%, то есть большинство респондентов, ответили, что на их предприятиях управленческий учет отсутствует, 29%, что управленческий учет ведется, а 14%, что комплексной системы внутреннего учета у них нет, но при этом существуют ее отдельные элементы для решения некоторых локальных задач. Таким образом, общее количество предприятий разделилось примерно пополам на тех, кто использует и не использует управленческий учет как инструмент управления предприятием и его ресурсами. Следующий вопрос о наличии учетной политики управленческого учета не только подтвердил предыдущие результаты, но и внес в них долю оптимизма. Так, в 43% предприятий учетная политика управленческого учета разработана и применяется в практике учета, что, впрочем, соответствует общему количеству предприятий, которые уже ведут управленческий учет или имеют отдельные его элементы для решения локальных внутренних задач. 28,5% предприятий ответили, что учетная политика внутреннего учета у них не разработана. Но этот процент оказался меньше процента предприятий, не использующих управленческий учет как инструмент управления, поскольку половина из них в данный момент занимаются разработкой и формализацией внутреннего учета. Ответы на вопрос о наличии разработанной финансовой структуры предприятия оказались несколько парадоксальными, так как у большинства респондентов эти ответы были утвердительными. Позже, когда мы в нашей учебной группе обсуждали результаты исследования, выяснилось, что участники опроса имели в виду скорее организацию учета по подразделениям, а не структуру центров финансовой ответственности, которая позволяет как детализировать информацию о доходах, затратах и прибыли, так и распределять и вменять ответственность за достижение необходимых результатов деятельности. На вопросы формализации инструментов, методов и самой системы управления затратами ожидаемо большинство респондентов ответили неформализованно. Почему ожидаемо? Потому что с этим приходится постоянно сталкиваться на практике. То есть единственным документом, регламентирующим правила игры в управлении затратами, является учетная политика управленческого учета, которая определяет принципы и методы, применяемые в учете, или, попросту говоря, определяет, каким образом будет аккумулироваться и формироваться информация о фактически понесенных затратах. При этом методы планирования, анализа и контроля затрат никак не прописаны, а порой даже и не определены. Следующим был вопрос о централизованном, децентрализованном руководстве процессом управления затратами. Большинство респондентов, около 86%, указало, что на их предприятиях есть руководитель, либо финансовый директор, либо замдиректора по финансам экономике, в зону ответственности которого входит разработка единой методологии и организация системы управления затратами, а также координация выполнения процедур планирования, учета, анализа и контроля затрат.
Тем не менее, есть еще организации, в которых подходы, методы и форматы, используемые в планировании, учете, расчете и анализе финансовых показателей, определяются разными руководителями, отвечающими за выполнение этих функций, которые самостоятельно и подчас несогласованно определяют эти подходы и методы. Поэтому выходные данные подразделений, относящихся вроде бы к одному финансово-экономическому блоку, различны и не всегда сопоставимы. На вопрос о том, участвуют ли другие подразделения службы и сотрудники предприятия, кроме служб и специалистов финансово-экономической сферы в управлении затратами, 71% респондентов ответили, что нет. В этом случае знание и понимание, где и в каком размере предприятие несет свои затраты, как это сказывается на результатах его деятельности, является заботой только специалистов финансово-экономической сферы. Интересы же других руководителей и сотрудников предприятия лежат только в плоскости процесса деятельности, без относительно к его результативности. Второй блок вопросов касался инструментария, используемого предприятиями при планировании, учете, анализе и контроле затрат. Итак, планирование. В основном предприятия осуществляют краткосрочное планирование в целом по предприятию. При этом не всегда это планирование на год, иногда на квартал, иногда только на месяц. Такое планирование обычно осуществляется в форме бюджета движения денежных средств или в форме бюджета доходов и расходов, без детализации информации по видам деятельности, подразделениям и так далее. Вместе с тем стоит отметить, что 29% респондентов подпадают под обязательное бизнес-планирование. Поэтому эти предприятия и разрабатывают и предоставляют вышестоящей организации, министерства и концерны полноценные годовые бизнес-планы в различных разрезах и со всей необходимой детализацией информации. При выявлении наиболее распространенных методов, применяемых в учете затрат, 43% опрашиваемых назвали только один метод – это учет по элементам и статьям затрат. Вместе с тем, такое же количество респондентов применяют в учете несколько методов учета. Учет по элементам и статьям затрат, а также по видам деятельности либо проектам, в зависимости от особенностей организации бизнеса. Нормируются у большинства предприятий только прямые производственные затраты или прямые затраты по основной деятельности. При этом небольшой процент респондентов ответили, что затраты на их предприятии вообще не нормируются. Наиболее распространенным методом анализа и контроля затрат оказался метод сравнения с предыдущими периодами. Так, 57% респондентов применяют только один этот метод. Вместе с тем 29% предприятий отслеживают не только динамику результатов сравнения с предыдущими периодами, а также и отклонения фактических показателей от плановых, что, впрочем, коррелирует с процентом предприятий, разрабатывающих бизнес-план, поскольку в этом случае анализ план-фактных отклонений является более простым и действенным, чем в случае составления одного укрупненного бюджета в целом предприятию. Взаимосвязь контроля и мотивации персонала за размер понесенных затрат отслеживается только у 14% респондентов и в основном у предприятий, осуществляющих торговую деятельность, при этом только для отдельных категорий работников, торговых агентов, бонусная система оплаты труда которых завязана как на полученных доходах, так и на понесенных прямых расходах. Остальные предприятия, если и контролируют свои затраты, то это никак не отражается на премировании и депремировании за результаты деятельности и размер понесенных затрат. А следовательно, персонал не заинтересован в оптимальном расходовании ресурсов предприятия. Большая часть предприятий, 72%, классифицируют свои затраты как прямые и косвенные. И только 29% респондентов применяют в учете одновременно два метода классификации затрат, в зависимости от отношения к объекту учета, то есть как прямые и косвенные, и в зависимости от поведения затрат при изменении объема производства, то есть как переменные и постоянные. Это говорит о том, что большая часть предприятий при расчете, анализе и планировании своих затрат не могут определять маржинальный доход, точку безубыточности или запас финансовой прочности, планировать и анализировать результаты своей деятельности, используя соотношение затрат-объем-прибыль, решать управленческие задачи, производить или покупать, по увеличению производственной мощности и так далее, поскольку все это возможно в условии применения маржинального метода учета. Отсюда вытекает, что основным методом определения себестоимости продукции является метод калькулирования по полной себестоимости. Данный слайд абсолютно соответствует предыдущему.
Хочу также пояснить, что предприятия, которые указали применение двух видов классификации затрат по переменным и постоянным, прямым и косвенным, и двух методов калькулирования себестоимости по полной себестоимости по переменным затратам, это предприятия фарм-отрасли, в которой недавно были приняты новые методические рекомендации, предусматривающие применение маржинального метода учета затрат и калькулирования себестоимости. Последний блок вопросов касался формата, периодичности сбора, обработки и предоставления данных о затратах, а также степени их полезности для принятия управленческих решений. Большая часть компаний использует данные о затратах как в денежном, так и в натуральном выражении. 71,5% респондентов утверждают, что информация о затратах может формироваться и предоставляться руководству предприятия по мере необходимости. При этом около 29% сказали, что это возможно только после окончания отчетного периода. Ответы на вопрос о степени полезности информации, генерируемой в системе управления затратами, были не очень утешительными. Так, 43% респондентов отметили, что управленческие решения принимаются руководством предприятия без учета этой информации. Вместе с тем, аналогичный процент опрошенных, то есть 43%, уверены, что такая информация позволяет принимать руководству эффективные решения. 14% респондентов сомневаются в некоторых методах расчета затрат, которые применяются ими на практике. В отношении периода, установленного в качестве отчетного, большинство участников опроса, то есть 86%, ответили, что такими периодами являются месяц и год. Для того, чтобы систематизировать всю изложенную выше информацию и подвести итоги, я выбрала наиболее типичные ответы и объединила их. В результате получился следующий усредненный портрет белорусского предприятия. Итак, вывод первый. Наиболее типичным для предприятия является отсутствие управленческого учета, отсутствие финансовой структуры в классическом ее понимании, наличие учетной политики управленческого учета, отсутствие формализованной системы управления затратами и применяемых методов планирования, анализа и контроля затрат, принятие руководством предприятия управленческих решений без учета информации, генерируемой в системе управления затратами. На мой взгляд, это говорит о том, что руководитель типичного предприятия по большому счету не испытывает необходимости в финансовой информации при принятии управленческих решений. Следовательно, о структурированном подходе к решению управленческих задач речи быть не может, ведь именно для этого необходима такая информация. Поэтому из всех элементов системы управления затратами на таком предприятии есть только учетная политика управленческого учета, которая разрабатывается специалистами по управленческому учету в целях регламентации своей же работы. Все остальные элементы и механизмы системы, позволяющие структурировать и делать более эффективной процедуру принятия управленческих решений, остаются попросту невостребованы. Кроме этого, можно добавить следующее. Поскольку на типичном предприятии учетная политика управленческого учета есть, значит фактическая учетная и статистическая финансовая информация формируется. То есть специалисты осознают необходимость в адекватном оценивании как текущего состояния предприятия, так и результатов его деятельности. С этой целью ими предпринимаются определенные шаги. Достаточно или нет, разберемся позже. Но усилия специалистов не всегда остаются востребованными со стороны руководства предприятия, а являются скорее следствием профессионального интереса и профессиональной реализации самих специалистов. Следующий вывод. Наиболее типичным для предприятия является централизованное руководство процессом управления затратами, наличие учетной политики управленческого учета, отсутствие формализованной системы управления затратами и применяемых методов планирования, анализа и контроля затрат, неучастие большинства подразделений в управлении затратами. И здесь я вынуждена бросить камень, конечно же образно, в сторону финансистов и экономистов, в чьих руках сосредоточены полномочия по разработке и организации системы управления затратами, управленческого учета и так далее. Только от них самих зависит степень формализации методов, инструментария и процедур управления затратами, а следовательно и степень участия всех подразделений сотрудников в этом процессе. Если вопрос формализации все время откладывать на потом, как нудную и малоинтересную бюрократию, ограничиваясь только регламентацией учетной политики, такого участия будет невозможно добиться. Сотрудникам нужны четкие правила игры,
и понимание последствий их выполнения и невыполнения. После этого можно рассчитывать, что каждый руководитель будет знать и интересоваться, какие затраты, в каком размере несет его подразделение в процессе своей деятельности, какие из этих затрат входят в зону его контроля и ответственности, что необходимо делать, чтобы не допускать необоснованное завышение затрат, каким последствиям для подразделения, его сотрудников и всего предприятия такое завышение может привести. Вывод номер 3. Наиболее типичным для предприятий является краткосрочное и укрупненное в целом по предприятию планирование, нормирование только прямых производственных затрат, отсутствие механизмов мотивации сотрудников, позволяющих оптимизировать затраты и улучшить контроль над ними, классификация только по прямым и косвенным затратам, учет затрат в разрезе элементов и статей затрат, калькулирование себестоимости продукции только по полным затратам, анализ только динамики затрат в сравнении с предыдущими периодами, принятие руководством предприятия управленческих решений без учета информации, генерируемой в системе управления затратами. По сути, этот блок характеристик отражает, насколько целостным и полным является управленческий цикл в отношении затрат предприятия. Проседание и невыполнение хотя бы одной функции в цикле управления приводит к неэффективности всего управленческого процесса. Насколько можно судить по этому слайду, о целостном, а значит эффективном выполнении цикла управления затратами речи быть не может. И последний вывод. Наиболее типичным для предприятий является применение как финансовых, так и количественных показателей, наличие возможности предоставлять руководству информацию о затратах в любой момент по мере необходимости, определение учетного периода в системе управления затратами сроком год и месяц. И здесь у меня возникают сомнения. Действительно ли любая учетная и аналитическая информация, позволяющая принимать каждодневные управленческие решения, может быть предоставлена руководству по мере необходимости, поскольку минимальный учетный период определен сроком в месяц. То есть в течение этого периода практически невозможно отследить и проконтролировать перспективу выполнения плана и получения необходимых результатов. Вот, собственно, и все, что я хотела вам рассказать. Здесь хочется мысленно поставить многоточие и предоставить вам самим решать и определять, насколько необходима на предприятии система управления затратами. Ограничивается ли ее эффективность выполнением только лишь учетной функции? Как много предприятий умеет эффективно управлять своими затратами и относится ли ваше предприятие к их числу? Ведь затраты – это выраженная в денежном измерении величина изменения ресурсов предприятия. Следовательно, то, как предприятие управляет своими затратами, характеризует то, как оно управляет своими ресурсами и их изменением в процессе хозяйственного оборота. В этой связи хочу сакцентировать, что оптимальное и рациональное использование внутренних ресурсов создает для предприятия дополнительный резерв, позволяющий повысить эффективность его деятельности, а следовательно и дополнительное конкурентное преимущество. Спасибо за внимание.